Правительство готовит новое соглашение по Кумтору, в котором предусматривается значительное усиление позиций Кыргызстана. Найдет ли этот документ одобрения у канадской стороны, сказать сложно. Однако, если брать во внимание последние переговоры, то руководство компании Centerra Gold ясно дало понять, что уступать более 50% совместном предприятии не собирается. Но парламент все равно стоит на своем. Не менее 67% Кыргызстану или правительство должно пойти на радикальные меры – денонсацию соглашения и последующую национализацию месторождения Кумтор. Однако в таком случае республике грозят затяжные судебные процессы. Чем это может обернуться для экономики, в следующем материале. Через каких-то 2 недели в Нидерландах начнется международное разбирательство по иску казахстанской компании «Визор». Ответчик – Кыргызстан. Сумма иска – $400 миллионов США. В такой размер зарубежный инвестор оценил свои потери после отзыва лицензии на разработку месторождения Джируй в Таласской области. Пытается отсудить свои потери и канадская компания Stancy Energy. Сумма иска превышает $100 миллионов за экспроприацию месторождения Кутусай-2. И это далеко не первый случай, когда инвесторы защищают свои права в международном арбитраже. И далеко не всегда кыргызской стороне удается выиграть дело. Государство не может беспредельничать все время. Есть свои пределы, и есть пределы, которые позволяют себе, скажем, компании терпеть, после чего они начинают подавать в суд. И причем не в суды Кыргызстана, а в международные арбитражные суды. По международным нормам инвестор имеет право подать в любой арбитражный суд по отстаиванию своих инвестиций, капитала, имущества. Все сложности и последствия громких судебных разбирательств, в частности, возможного арбитража по иску Centerra, обеспокоили главу государства. По итогам своего визита в Южную Корею президент заявил, что как реалист считает 50% долю максимально возможной для республики. А требования депутатов в большинстве своем всего лишь политика и заигрывание с народом. Вот мне один депутат пришел, говорит, мы, денонсируем соглашение, в одностороннем порядке выйдем и зайдем на Кумтор. Я говорю, ну это же будет мародерство. Потому что денонсация соглашения, она должна быть признана обоими сторонами. А если одна сторона вышла и при этом сразу захватывает предприятие, это обыкновенное мародерство. Надо, то есть, дождаться решения суда. Денонсирование соглашений вступает в силу юридически после решения суда. А решение суда по таким вопросам зарубежных судов, оно может длиться годами. И год, и 7 лет, и 10 лет. 10 лет, например, мы будем работать по схеме 33/67. Но будем дождаться, вот будет красиво через 10 лет. А через 10 лет вообще Кумтор, останется ли там руда? Позицию президента поддерживают и эксперты. Пока парламентарии не в состоянии рационально объяснить требования 67% доли, относиться к этому можно только как к политической манипуляции. А популистские заявления об одностороннем выходе из соглашения приведут лишь к еще более плачевным последствиям. Это тогда уже даже не экономический, не политический вопрос. Вот. Тогда получается, что те схемы, которые предлагаются, те действия, которые мы наблюдаем, можно классифицировать как обычно рейдерский захват. Да? Когда под тем, что якобы ущемляются интересы Кыргызстана и кыргызстанцев, идет откровенная попытка передела. Затяжной судебный процесс по Кумтору возможен не только в случае денонсации, но и при национализации месторождения. За этот вариант ратует лидер Атамикена Умурбек Текибаев, который в принципе должен понимать, что в период судебных разбирательств схема работы Кумтора и распределения дивидендов сохранится по действующему соглашению от 2009 года. А в случае, если канадский инвестор выиграет суд, помимо выплат всех издержек в счет обеспечения иска могут быть арестованы и те 33% акций, которыми сегодня владеет Кыргызстан.